还挺沉的帽子，防弹衣呢？防弹衣更沉呐。这就是我跟你说吧，真相的力量。 Сейчас проедем. 这是标志是吧？对对对。顿涅时刻的标志是吧？对对对。哇，你看那儿，硝烟弥漫，真的。Вот. Сейчас будет. 这真的就是前线了，我估计这附近啊，就是作战部队就很多了。哇，这炮！哇，这是炸弹炸的，看到了吗？几个小时之前炸的。这个什么时候炸的？这个。 Несколько недель назад. 几星期以前。哦。Я тебе сказала, что если ты не хочешь.这是你从家里带出来的东西是吗？ А это все вещи, которые вы забрали На первое время. на первое время. Это лето, весна. Самое необходимое взяли, там постельное полотенце, такое, чтобы переодеться, что-то и все. 您的家是住在什么地方？ Город Бахмут. Все закрыто, все предприятия закрыты у нас. Живем на одну пенсию, муж пенсию. 啊，他是每个月就领国家救济的退休金。 Тянем все потихоньку. Получали гуманитарную помощь. А из-за этой войны уже сил нет. Сил нет, Хорошо. надо куда-то спасаться. бежать. Нам из Днепропетровска надо на Полтаву. Мы едем к детям. Мы звоним каждые полчаса, час мы созваниваемся. Нас ждут там, конечно. 你一个人出来的吗？还是跟家人一起出来的？ Одна. 那你家里其他的人？ Да, есть много, очень много, но все уже эвакуировались. У меня родители там остались. Я приехала, чтобы их забрать, но они не хотят ехать, и поэтому пришлось ехать одной. И у них там родной дом, они не хотят каких-то изменений, вот, не хотят все оставлять то, что нажили. Я очень долго плакала. Очень долго. Я уговаривала их всячески, и истерики, депрессии, но что поделать. А что? Тут безвыходная ситуация. Я работал в сфере обслуживания, копирования. Мы собираемся в Польшу. Ну, потому что вынуждает нас война, иначе никак. Мы постарались бы, у меня и зарплата была хорошая, и дети учились, все было в порядке. И дом свой у нас Да, есть, и у нас все дом у было нас хорошо, всё есть, все всё свое, хорошо все у было. нас Ну, было хорошо. Уезжать мы не хотели, но вынуждаемся. Ну, А что- приходится. Но я скажу прямо, я военно обязанный, по идее, должен быть. Но у меня здоровье не очень хорошее. Вот.
И мне надо было оформить медицинские документы, вот, чтобы мне дал военкомат разрешение на выезд. Семья без меня уезжать не хотела. 你们是住在哪个什么地方？ Дружковка. 你们是从小就在这长大的吗？就是土生土长的人吗？ Да, это Да, мой мы родной город. родились, мы встретились там, И женились. учились там, и все у нас там. Ну, Вот Катя. в этот чемодан жизнь свою собрали, с ними едем. Ну такие... А, путинис? Нет, это... Я знаю Путлер. А, Путлер? Окей, Путлер. Мы собрались на самую западную Украину, в Ужгород. Больше я скажу, у нас там есть ученик, который вот нам поможет. Вы учитель? Ну, я художник, учитель. Там, где бомбили, далеко от вашего дома? У нас город небольшой, Славянск. Где-то 110 тысяч населения было, сейчас осталось 25, там где-то 20. Я вчера вот как-то выехал на открытое место в Славянске. Со всех сторон летели снаряды. Снаряды, ракеты. Бои идут в 10 километрах от Славянска. Да, бои, причем жестокие бои. Километра полтора. Да, это максимально. 1.5公里左右吧。 У нас дома было спокойно, но я на тот момент была в Киеве. Ага. Вот, и мне пришлось с Киева уехать домой. Но у нас было более-менее спокойно. Было в основном все в Киеве. Было в основном все в Киеве, и поэтому там, в принципе, можно было жить. Но потом, как освободили Киев, то все силы перешли в Донецкую область, и пришлось теперь уже назад эвакуировать. Возле дома нет, но в селе, в котором я жила, то у нас начало села, а там конец. Вот в конец там прилетало иногда. Я была, сколько я здесь, неделю была, и всю ночь просыпалась, потому что невыносимо грохот, взрывы какие-то, и ты даже толком не спишь спокойно. Очень слышно рядом взрывы, стрельба. Вот, все до такой степени страшно, что там уже нет желания оставаться дома. Очень страшно, мы уже сил нет. Нервы на пределе, уже головные боли постоянно, очень страшно. Дело в том, что Офицеры мы, останется. если да, целое, вчера очень сильно бомбили, прямо вообще все осколки летали по всему двору, понимаете? Оставаться нет смысла, во-первых. Во-вторых, если мы уже приедем, уже не знаю, уже ничего не будет. Поселок там наш, да. И дома взрывались, а что ждать? Надо куда-то бежать. Сил нет. Соседнюю улицу. 当时炸的时候，你们在什么位置？ Я дома. Он Вы дома был, он лежал, да. А мы перевозили вещи, потому что знали, что будем уезжать. 哦，那当时炸的时候没炸到你吗？ Мы отвозили вещи и отсиживались, пока бомбили, а потом пришли домой. Сын уже, который вещи мы уже не успели повыносить, он сам уже их выносил. Ниже по улице есть, которые погибли. У нас район называется Забахушка. Забабузка. Да. Люди гибнут. Пятиэтажку взорвали недавно. 2 подъезда погибло людей. 什么时候开始萌生这个念头，想要离开这里？ Ну, мнение появлялось уже давно, просто как бы вот сомнения, дом жалко, вот и много чего уже Не было. хотели расстаться с тем, к чему мы привыкли. Да, но когда уже военные действия подошли совсем близко, вот, просто дети начали очень сильно бояться. Ну, например, наш старый дом, там, где мы вот буквально переехали со старого дома в новый недавно, старый дом как раз вот разбили. Если мы жили бы в старом доме, скажем, наши дети могли бы пострадать. 就不在。 Обстреливают ракетами, а куда она прилетит, никто не знает. Это как рулетка игра, понимаете, как повезет. 两个房子离得远吗？ Где-то около километра. 那这毁的是炮弹打的，还是说导弹炸的？ Ракета. Старый дом остались стены,
ну и половина крыши. Началось все со Славянска в 2014 году. Это была очень хорошо спланированная операция путинская. Было очень много агентов влияния внедрено, но мы тогда не понимали, как же так, братский народ, такого ж быть не могло, да? Вот. Ну и сейчас мы только начали понимать, что оно и как было. Много было, очень-очень много было агентов влияния. Но вы знаете, город небольшой. И когда появляются чужие люди, по магазинам ходят, это как-то сразу замечается. Ну, приехали, оказывается, там враг приехал.就是在顿巴斯这个地方，说俄语和说乌克兰语有没有被歧视的现象？ Но откровенные путинисты, фанатик, понимаешь? Фанатичные путинисты, они не любят. Но их мало. И вообще это надуманная тема. Дело в том, что я служил в советское время в войсках под Москвой, в городе Владимире. И там не было никаких проблем. Даже там были русские с Москвы, с Питера. И никогда у нас не возникало из-за языка каких-то проблем. Это все чисто КГБистская, понятно, КГБистская? Это чисто КГБистская программа. 有一种传言说，这个地方乌克兰的亚速营啊，它就是一种新纳粹，迫害俄罗斯人啊，什么之类的，有这种现象吗？ Это глупость, это тупость. Потому что мы знаем, что азовцы это наши патриоты. Защищали Донбасс, защищали Мариуполь. Фашизм и Украина – это несовместимые понятия. Это все надумано. 那为什么会有这样的留言？ Ну, видно, путинские советники очень умные. И они знают, что в России фашизм не любят. И в Украине тоже, потому что у нас погибло очень много людей во Вторую мировую войну. 但总要有一些证据。他说这个亚速营迫害俄罗斯人，那你刚才说亚速营是守护乌克兰的，但如果你要是真的迫害俄罗斯人，那也是在守护乌克兰嘛，对不对？所以那你也并不能说他守护乌克兰他就不是纳粹，对吧？到底有没有就是说迫害我们那个普通的俄罗斯人？ Ну, вы понимаете, убить русского человека – это именно русского. Такого быть не может. Потому что мы не различаем русский, украинский, киргиз. Понимаете, это все мы были одной страной. Из-за того, что он русский, такого у нас быть не может. 那我们知道顿巴斯其实有很多，至少有很大一部分的居民，其实是更愿意顿巴斯属于俄罗斯的。那你们能理解这种想法？ Им голову задурили. Они не понимают сами, чего они хотят. Но после того, как Путин открыто напал, многие, кто был за Путина, от него открестились. Открестились, понятно, не? Путин ошибся. Он думал, его будут с цветами встречать. Он начал стрелять по нам. Ну какие ж цветы? Все от него отвернулись. Вот как вы говорите, там ждуны сидят, да? Ждут которых. Ну вот, допустим, у нас в городе 100 тысяч людей, 20 тысяч осталось, но из этих 20 тысяч может быть 1010, которые хотят России. То есть большинство уехало, которые не хотят Путина. Мир, да, не признает вот это новообразование вот на Донбассе. Это же незаконно. Вот смотрите, вот если вы обратили внимание, да, те, кто там остался, в основном люди пожилые. Да? Они тоскуют о Советском Союзе, о своей молодости тоскуют. Они думают, что вот Путин придет и будет опять Советский Союз. Сейчас, секундочку. Но эти люди не понимают, что они уже не будут молодыми.
и Советского Союза уже не 但是这些 будет. 人忘了一点，他们已经不是年轻，他们不是。能接着再吗？ Здравствуйте. Вы против, если мы взять интервью? 嗯，可以接受。哇，这车厢人好多。他们能接着再吗？这边你们能？这边，你可以接着。 Здравствуйте. Вы против, если мы взять интервью? Плохо слышу. Вы против, если мы взять интервью на Не несколько? надо. Я еще жить хочу. 这姑娘问他， Жить хотите? Жить хочу еще, да. 还想活着？ От вашего интервью А? хорошего 他说还想 ничего не жду. 他说不接受采访，因为还想活着。还想活着是吧？这边你问他姑娘能接着采访吗？你看都看你，我躲起来，我捂脸。 啊，这边这人好多啊！都问能接受采访吗？看着你就直接低头。刘浩， 在顿巴斯地区啊，也有很多当地的居民，就是希望能够跟俄罗斯在一起，而不是跟乌克兰在一起。您知道这个吗？ Решение у нас есть право выбора, можно так сказать. Может быть, некоторые люди и хотят туда, но некоторые не хотят, и из-за этого страдают те, кто не хотят. 但是他们这些人要独立出来，比如从乌克兰独立出来，他觉得也正常吗？ Если полностью всю Донецкую область Да. заберут, Да. ну, конечно, это ненормально, потому что, можно сказать, чужой человек влез не туда, куда надо. Вот. И для меня, конечно, это ненормально. Но если такое случится, то нам просто ничего, ну, мы не можем ничего с этим сделать. 如果让他选的话，他愿意，比如说留在这里做一个俄罗斯的境内的公民，还是说到乌克兰做一个乌克兰的公民，他更愿意选择做哪个？ Украинская, конечно. 乌克兰？乌克兰为什么？ Почему? Потому что я родилась, это моя родная страна, и я бы хотела бы здесь остаться. 那如果你要是再也回不过去了，虽然你要做一个乌克兰人，但你再也回不去你的家乡了，你愿意吗？ Во всяком случае, я знаю, что если у тебя есть прописка, ты прописан в Донецкой области, то у тебя есть возможность вернуться, даже если это будет ДНР. Вот ты можешь вернуться в свой родной город. Поэтому, мне кажется, это не проблема вернуться назад. А если Донецкая область, ДНР, это уже часть Российской Федерации? У меня там родители, и поэтому, если там даже будет ДНР, я все равно вернусь туда, потому что у меня там родители мои близкие. 他会这样吗？ Вы 对你会 будете, 这样吗？ вы будете так делать? И получите гражданство, нет, украинский нет. паспорт? М. Нет. Нет. Украинский я не буду терять, я хочу остаться гражданкой Украины. Вот. Но жить там, если можно будет, я буду там жить, потому что у меня там близкие мои. 但是这个时候，有的时候可能这两个选择是矛盾的。 Я это понимаю, но будем, конечно, надеяться на лучшее. Вот. И то, что та территория, в которой живут мои родственники, останется частью Украины.那作为这个顿巴斯这边的居民啊，就你们觉得这场战争
的原因究竟是什么？ Ой, мы не в политику никогда не влезли и туда даже не хотели. Такие дебри. Поэтому мы ничего не можем по поводу этого сказать. 就是你们不想对这个问题发表看法？ Ну, потому что на самом деле правды нигде нет. Наверное, поэтому. Политику обсуждать это неблагодарное дело. 他说，其实对他们来讲啊，谈论政治类的话题其实挺敏感的。 顿巴斯这个地方，其实战争已经持续了很多年啊。你作为在这里长大的一个人，你怎么看待这场战争？ Мне кажется, априори нельзя хорошо относиться к войне. Этот вопрос достаточно очевидный. Ведь в мирное время, которое я, к сожалению, застал еще не совсем в сознательном возрасте, мы жили рядом с процветающим большим городом, в который люди ездили буквально на работу и по выходным за покупками. Как вы относитесь к войне? Ну, я не могу хорошо относиться к войне. Это Это сломанные жизни людей. Я думаю, нашей семьи и моей в какой-то степени, даже если не напрямую, слава богу, то косвенно. 我的意思就是说，当然没有人会喜欢战争啊，就是说这场战争为什么会发生？ Честно, не знаю. Во-первых, об итогах говорить не буду говорить. Война — это всегда очень вещь непредсказуемая. Но я думаю, что это не причина, это следствие чего-то, что копилось очень долго до ее начала. 你能不能跟我们怎么说？最重要的给我们讲一下，或者说你自己的看法。 Наверное, лучше сейчас свое мнение лучше по этому поводу не буду делиться, честно говоря, не хочется. А вот, как-то так. Не знаю, посмотрим по обстановке, но вообще я хотела бы вернуться в родной город свой, Константин. И по возможности, если это наконец-таки закончится, то я планирую вернуться назад в Константин. Нет, мы Славянск не бросим. Мы Славянск не бросим. Мы вернемся. Это Путин временный. Как только уйдет Путин. Чуть-чуть подальше хотя бы. Хотелось бы, конечно. Да, может что-то останется. До весны, скорее всего. Не скорее всего, да? Скорее всего, до весны, может, война закончится, а потом уже домой. Но если в Украине станет опять так же хорошо, как и было, возможно, мы вернемся. Что-то не будет. Скажем так, время покажет.